Привет, мои дорогие! Сейчас сделаем такое короткое видео, не будем очень много болтать, но продолжим тему денежного канала. То, что не влезло у меня в другое видео, вот я сейчас делаю под темкой. И наша эта подтемка будет называться «Ваш денежный канал зависит от ваших предков». Ну, я так думаю, как-нибудь назову его. Так вот. Дело в том, что вам нужно максимально, насколько вы это можете, оценить тот потенциал, который был у ваших предков, которые уже умерли, да. Живых все-таки не будем оценивать. Вспомните, спросите у своих родственников, да, сколько денег примерно было у ваших предков. Были ли эти предки богаты, либо были они бедны. И посмотрите, да, даже по количеству. Например, дедушка один был богат, бабушка не очень. Бабушка одна была богата, другой дедушка не очень. Прадедушка был богат, там, другой прадедушка тоже был богат. То есть, если у вас соотношение количества богатых предков было больше, чем бедных, да, то вот это вот среднее арифметическое по деньгам, оно должно в эквиваленте существовать у вас. То есть ваш денежный канал можно раскачать до того среднего, максимально среднего арифметического, да, которое только возможно, до той планки, которая у вас была в прошлом. А так как мы с вами только, например, знаем, ну, кто про бабушек, про дедушек, кто-то знает свое генеалогическое древо намного глубже. Я, например, знаю, ну не хвастаюсь, но просто говорю, да, интересовалась этой темой, я свое генеалогическое древо знаю до 7-го колена включительно, да. И я изучала эту тему, кто кем работал, и кто кем являлся, к какому сословию относились эти люди. И я вам скажу даже на примере своих родителей, да. То есть у моей мамы сословие дворянское, причем в гербовнике, да, красный и голубой цвета герба. Это королевский и другой красный. И моя мама умела зарабатывать деньги, да. Она выходила, вытягивала на тот уровень, который она могла. Причем она занималась торговлей, да, и денежный канал у нее был очень и очень хорошо открыт, потому что максимально был раскачан. То есть ее предки были состоятельными, ну не все, были такие, что и несостоятельные, но в основном 80-90% вот моих предков с маминой стороны, они были все богатые. Соответственно, моя мама тоже умела развивать свой денежный канал. Деньги ей шли без каких-то особых проблем, но с усилиями, да. В жизни надо что-то прилагать. На месте, на диване деньги не придут. И у нее была вот эта вот потребность, глубокая потребность, воронка, которая нуждалась в определенном количестве денег, да. То есть ее предки ездили на каретах, да, имели замки. И, кстати, до сих пор, да, в усадьбе моих далеких-далеких предков до сих пор остался этот дом, и сейчас там сделали гостиницу. И она нам как бы не принадлежит. Ну, то есть с ее стороны денег было, денежный канал, он всегда работал и всегда был. Со стороны моего папы, да, денежный канал был немного другой. То есть у него предки далекие, я не беру самых, они были, самые ближайшие предки, они были такими интеллигентами, да, учителями, уважаемыми людьми, но особо денег у них никогда не было. Они продвигались в чем-то другом. И мой папа стал же, как говорится, таким же научным сотрудником, понимаете, как и его предки. И денег там тоже особо не было. И мой папа не особо умеет зарабатывать деньги. Но он особо и не стремится, потому что у него в голове с ДНК передалось то ощущение денежного канала, которые ему нужны. Да? То же самое и у вас. Посмотрите, пожалуйста, кто у вас жил богато,
а кто не богато, кто к какому сословию относился. То есть если у вас были богатые, зажиточные, крестьяне, были богатые, богатые производственники, да, мануфактурщики, если у вас были дворяне зажиточные, то есть богатые, да, дворяне, если кто-то был реально очень богат, и причем обладал даже какими-то титулами, то я вам скажу, вот этот отпечаток, его в принципе для открытия денежного канала можно поработать именно с вашими предками, да. И, например, если вы идете на кладбище, и если вы хотите просить денежку у своих родственников, предков, надо обращаться именно к той реке, к тому каналу, да, мертвых, которые этим денежным каналом больше обладали, чем, например, с другой стороны, там, с мамой, папой, неважно с какой. Вот так вот. То есть, если вы пойдете, например, на могилу к своему дедушке, у которого, в принципе, не особо было денег при жизни, да, и он к этому особо не стремился, он вам, в принципе, ту сумму не обеспечит, которую вы пришли просить у него. Эту сумму надо просить у того, кто ей обладал и кто мог ее дать. Он вас поймет, мертвый вас поймет, да. Вы оставите там свою информацию, и по вашим связям, по ДНК информационному ДНК между вами и вашими предками, да, вам будет идти этот денежный канал. Можно вообще даже не напрягаться. Если у вас кто-то такой очень богатый был, и у вас как раз таки вы придете вот с этой внутренней воронкой, черной дырой от того, что вам некомфортно жить в нищете какой-то, да, вот эту информацию моментально будут считывать ваши мертвые предки, да, и даже через мертвых канал будет открываться даже сам по себе. Есть такой момент. Есть, конечно же, тоже определенные ритуалы по вот этим связям между вами и предками для того, чтобы развивать ваш канал. Но дело в том, что выше головы прыгнуть тяжело, над этим надо долго работать, да, и даже, я бы сказала, не один год. Не один год для того, чтобы вот реально ритуалами заниматься, не один год надо для того, чтобы перепрыгнуть, выпрыгнуть вот с того, например, порога денежного канала, который существовал у ваших предков. То есть, если, например, вы знаете своих предков, ну, допустим, тоже до 7-го колена, и у вас с одной и с другой стороны были люди бедные, то, точнее, даже не сколько бедные, да, они могли быть богаты духовно, и им деньги особо были не нужны, да, у вас не получится выпрыгнуть, ну, 99% не получится выпрыгнуть очень быстро из вот этой вот, как говорится, нищеты и открыть именно свой денежный потенциал. Но обратите внимание сначала на ту потребность в деньгах, которая у вас существует. Вот эта вот потребность ваша, да, жить комфортно. И вы понимаете, что вы живете вот как-то не так, да, вот что-то не то. Ну и горит эта лампочка Ильича, эти сдертые какие-то обои, они вас не устраивают, они на вас давят. Потому что у вас в голове генетически передалось то, что вы должны жить красиво. И вот, кстати, если вы любите украшать свое жилище, да, это тоже о многом говорит. Вот у меня есть знакомая, которая, в принципе, не так богато жила, да, вот немножко ее истории. Она реально жила не богато, да, у нее была обычная квартирка, полученная в советское время, да, она там проработала начальницей какого-то отдела. Но, в принципе, богатства никакого не нажила, да, но у нее вот это вот очень к старости, кстати, обострилось желание много иметь денег, да, то есть старость, она хочет дожить в богатстве, да, в роскоши какой-то. И она с этого своего маленького домика
со своей маленькой квартирки пыталась сделать какое-то роскошное жилище. То есть у нее был, например, старый побитый унитаз, да, которому было, блин, 150 лет, как говорится, там можно было даже уже выставлять на каком-нибудь аукционе этот старый унитаз, потому что он уже просто желтый был, понимаете? Хоть его и химией ничем, и чем угодно там мыли. Но у нее все время какие-нибудь золотые ленточки, вензеля и все остальное. И что вы думаете? В молодости ей особо это не было нужно. Она карьерой своей какой-то занималась, да. Сколько платили, столько платили. Это были советские времена, там особо она не прыгала никуда. Но в старости вот у нее вот этот клин пошел, да. Можно говорить, что эта бабка сдурела, да. Многие не понимали, какого хрена тут золоченые какие-то вензеля у тебя дома, да. И что ты делаешь вообще, что ты творишь, живя в таком нищенстве, да. Так я вам скажу одну вещь. У нее вот эта воронка настолько сильно работала, вот эта потребность, да, в денежном канале, настолько сильно, но она вот в магию, в ритуалы, в поклонение там предкам своим, она в это не особо верила, да, она такой закалки советской, атеистической, да, была. Так вот, когда вот она немножко сбрендила со своими этими вензелями в своей очень бедной квартире, да, вы не поверите, у нее открылся этот денежный канал. Вот тикнула. Она, может быть, из-за того, что она стала ближе к этому миру мертвых, да, может быть, она задумалась о прошлом. Она начала разговаривать, да, со своими предками. Она начала видеть вот какие-то вот картинки в голове. Ну, это я так думаю, что благодаря этому еще психическому отклонению, да, потому что люди с психическими отклонениями, они иногда такие вещи говорят, что просто заслушиваешься того, что вещают вот такую вот правду, да, которую обычный человек, нормальный, адекватный, по нормам сегодняшнего общества, не скажет. Так вот, ей, когда вот это вот пошло, то у нее вообще бешено поперли деньги, да. То есть к ней начали приезжать тоже какие-то такие родственники ее, какие-то далекие, которые на старости лет тоже начали интересоваться своими корнями, начали там искать друг друга в соцсетях, находили ее, они начали общаться, и они начали ее поддерживать деньгами. Кто-то отписал ей наследство. И что вы думаете, во что превратились ее эти вензеля, нарисованные в туалете возле желтого старого унитаза? Они превратились в настоящие. Потому, в общем, сейчас не будем там много, я вам не буду набалтывать, да. Но в первую очередь, девочки, мальчики, обратите внимание на своих родственников, на своих предков. Если вы нащупаете, увидите вот этих вот богачей ваших, да, которые обладали богатствами, это значит о том, что таким же богатством можете обладать и вы. Просто может где-то что-то пошло не так. Может он откроется у вас позже, да. Может тут надо провести определенные ритуалы. Попробуйте сходить на кладбище. Попросите именно у этих родственников, которые были богатыми, именно те деньги, которые вы хотите. Не бойтесь много хотеть. Ваша потребность, да, она не должна... Покажите вот эту свою черную дыру, да, которая нуждается в деньгах. Покажите уровень своей потребности. Покажите отпечаток этой потребности своим предкам. Так деньги делаются намного быстрее. И я уже делала видео на тему, как ходить на кладбище и почему оставлять там откупы монетками. Да? Для меня откупы монетками – это одни из самых лучших откупов, которые работают. В деньгах очень много силы, в них очень много знаков, во многих руках они перебывали. Сколько надежд, да, сколько чаяний содержится в информации, сколько содержится в этих деньгах. Очень много. Это лучше просто, например, каких-нибудь искусственных цветов, которые вы принесете.
И тем более это металл. Так что если, девочки, кто не видел моё это видео, как ходить в соткопами на кладбище, то полистайте, у меня там ниже в видео они есть. Вот такие вот дела. И я вам скажу еще такую вещь. Есть эти несколько сословий, эти касты, да. И если вы нащупаете, что вы принадлежали к этим верхним, высшим кастам, у которых априори открыты эти денежные каналы, потому что они не могут быть закрыты, так как это часть благосостояния, да, то вы должны зарабатывать так же, как из этих верхних каст. Если вы все-таки не найдете среди своих родственников таких богатых, да, если ваши там родственники были просто трудяги, но которые не особо заморачивались над тем, чтобы копить денежку, да, не особо, вот им хватало на хлеб насущный, как говорится, то и хватало, да, то тут вот прорабатывать канал денежный тяжелее, просто тяжелее, да. Можно просто взять лопату, да, и копать, прокапывать этот канал для реки ваших денег заново. И причем, знаете, тут есть такой один подвох, да. Как я разговаривала, помню, давным-давно с евреем на эту тему. Ну, он такой вот староватый был, немножко придурковатый, с одной стороны, но очень продуманный и умный, да. И вот он говорил, да, насчет этого денежного канала, был со мной где-то согласен, где-то нет, но он сказал, что копая заново этот денежный канал, мы можем его всю жизнь для себя-то и не открыть, да, но прокапывать, прокапывать, прокапывать. И вот следующее поколение, ваши дети, уже будут купаться в деньгах. И это, знаете, вот следующее поколение будет жить лучше. Вот когда вы работаете над своим каналом, да, может такое статься, что вы не успеете вот точно его до совершенства довести и проработать по линии предков, да, но ваши дети, они уже будут жить по-любому лучше, когда вы сделаете вот эту вот пласт работы. Дело в том, что человек запрограммирован на то, чтобы прожить 100 лет. 100 лет, а не 60, 70, там, максимум 80. Это все с нами делает, как говорится, наша там экология, да, болезни какие-то приобретенные и на производствах, в частности, тоже, да, они вот как-то укорачивают жизнь. Хотя с этим можно поспорить, типа раньше предки жили еще меньше. Они жили меньше из-за того, что не было вот этих вот, как их, антивирусов, да, они не могли так в совершенстве лечиться, как мы с вами. Но вспомните, например, тех же горцев, вспомните тибетчан, тех, кто живет на Тибете, да. А, а, Люди, они должны жить 100 лет, да, плюс-минус там 1-2 года, ну это так утрированно говорю. И получается, что за вот эти вот 60 лет кто-то трагически погиб, да, кто-то по болезни какой-то погиб из ваших родственников, умер, да. Получается, он за это время не смог до конца открыть денежный канал для вас. И получается, вот эта обязанность, она ложится на вас. И вы, в принципе, да, должны над этим денежным каналом предков своих работать. И лучше его, конечно, улучшать. Я вам скажу по секрету, ну вы, наверное, это знаете, деньги печатаются на станках каждый день, да. Золото добывается с недр земли тоже каждый день. Алмазы и все остальное. И их, в принципе, становится больше. Понимаете? И если их становится больше, значит, вы свой канал это тоже должны прорабатывать. То есть, если у вас были бедные родственники, да, и все время они зарабатывали 5, 7, 10 рублей максимум, да, 5, 7, 10. Предыдущие там 5, 7, 10, мама, папа 5, 7, 10, да, и вы будете думать, что ваш канал только до десятки может развиться, да.
50 на 50. Может да, а может нет. И если вы сами начнете, поставите себе эту планку, а это, кстати, даже выставить планку тяжело, если вы не имеете этой внутренней потребности. Вот вы мне сейчас даже вот скажите, сколько денег вы хотите иметь, да? Сколько в килограммах золота вы хотите иметь? Я вам скажу, тот, кто относится к высшим кастам, скажет 10 килограмм, кто к средним 5 килограмм, кто к низшим 1 килограмм. Понимаете? И вы рожаете детей, да, вы их делаете, да, вы умеете развиваться, да. То же самое с денежным каналом происходит. Вы тоже умеете его развивать. Просто надо желать, создавать эту воронку потребностей, да, немножко больше, чем ваши предки, еще больше. Чем выше ваша будет потребность в деньгах, шире, больше, да. Вот все зарабатывали 10 рублей, а вы сейчас захотите не 20, а захотите 100 иметь, да, тем больше вам придется над этим работать, мои дорогие, да. И не всегда факт, что именно эти 100 рублевки будете иметь именно вы. Скорее всего, если будете правильно и всегда работать над своим денежным каналом, ваши дети будут иметь эти 100 рублевки. Вот так. Так что покопайтесь в своем прошлом на досуге, да. Это, кстати, очень увлекательное и интересное занятие. А, Можно даже в каких-то архивах порыться. Но сначала я, например, опрашивала всех своих родственников, сходила с блокнотом и спрашивала, кто кого помнит, какие-нибудь интересные случаи из жизни, кто кем работал, где какие фотографии. Все это собирала. И я прекрасно знаю, насколько я, например, могу развить свой денежный канал. И то я над ним тоже работаю, понимаете? И магией, и ритуалами тоже, внутренней чуйкой. У меня постоянно мозг занят тем, как развить этот свой денежный канал, да. Но я реально понимаю потолок этого денежного канала своего, да. Я до него не достаю рукой, до этого потолка. И я знаю, к чему стремиться. И дело в том, что у меня получается, знаете как, даже судьба подкидывает мне вот такие вот случаи для того, чтобы я жила комфортно, как я это вижу, как я понимаю, да. То есть мужики могут вам попадаться здесь и сейчас не такие вот богатые, чтобы вы могли жить комфортно, да. Но в жизни случаются такие вот повороты, когда мимо вас текут очень близко, буквально в 5 сантиметрах от вашего носа, очень большие деньги, да, реально такие действующие, мощные, чьи-то даже денежные каналы. И чем глубже у вас ваша воронка и потребность в комфорте жить, да, потребность в этих деньгах, тем больше вы можете насосать с этого мирового движения денежного. Вот такие вот дела. Трудный путь, конечно, зарабатывать деньги, реально трудный путь. И бизнесмены, они, в принципе, 24 часа в сутки думают о том, как заработать эти деньги. Так что, если у вас есть темы для бизнесов каких-то, если вы давно что-то хотели сделать, то берем, девочки, лопату и идем делать, чертить, рисовать, копать, вязать, шить, сшивать, все что угодно делать для того, чтобы улучшить ваше благосостояние. Деньги, они где-то рядом, останется их только взять. Увеличивайте свою эту потребность в деньгах и потребность жить красиво. Но тут есть еще один такой минусик, да. Это минусик всех богатых людей. И, например, сколько я знаю реально таких очень богатых людей, да, они вроде бы и живут в роскоши, но они даже не понимают, как жить по-другому. Но они все равно 24 часа в сутки думают о том, как эти деньги заработать. Они получают кайф от зарабатывания денег, потому что
это приносит им удовольствие, да. Пока вы работаете и работа приносит вам удовольствие, значит, вы выбрали ту работу, а если она еще приносит и деньги, значит, вы на самом верном пути в этой жизни. Ладно, все, вот такое вот было видео. Много не буду наговаривать, но вы, короче, меня поняли, правда? Так что вот вспомните, кто у вас был богатый, поспрашивайте своих родственников, кто у вас был такой основной по деньгам, да, кто был с набитыми кошельками денег. И, возможно, вы узнаете еще что-то такое интересное, о котором вы никогда не задумывались, да. Посмотрите, как ваши родственники, чем они занимались, да, как у них получалось вот это вот выхватывать вот эти денежки для себя. Потому что вот эта вот деятельность, да, она и вам присуща, она у вас заложена уже информация, заложена в вашем ДНК. То есть если ваши родственники были очень богатыми и занимались вот каким-то производством, да, сравните, что вам нравится, попробуйте заниматься этим. Это в 90 случаев вы, во-первых, сможете этим заниматься, а во-вторых, вам будет в этом вести. Посмотрите, что любите вы. Вот эти даже ваши хобби, они не просто так рождаются. Вас, как говорится, жизнь, да, здесь и сейчас, государство, определенная страна, город, поступление в какой-то вуз и потом тянуть лямку, да, это в вашей жизни получается то, что иногда и не ваше, да, совсем. А вы обратите внимание на то, что вам нравится, и на ваши хобби. Вот эти вот ваши хобби – это как раз-таки заложенная информация тоже для открытия денежного канала. Ваше хобби, оно максимально может принести вам доход. Понимаете? Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали. Потому что вот эти вот хобби – это то, что вам интересно, и то, что заложено внутри вас, передалось вам по ДНК. И еще можете проверить, было ли это хобби, да, у ваших там предков. Может, оно не хобби, это был основной вид деятельности, потому они были такими богатыми. Так что хобби, ваши вот дела дома, чем вы занимаетесь, к чему у вас душа лежит, да, то вам и даст максимальное количество этих денег. Останется только там где-то подзавязать узелки, связать прошлое с настоящим и с будущим. Ладно, все, мои дорогие, желаю вам столько денег, сколько вы хотите сами. Будем с вами дальше это как-то прорабатывать. Насколько я могу, я буду вам помогать в этом деле. Открывать себя и открывать не только денежные каналы, но и любовные тоже. И обходить какашки стороной. Все, дорогие мои, пока-пока. Люблю вас и целую.